Сколько уже говорилось и писалось о пешеходе, начиная от Ильфа и Петрова и кончая плакатами в местах общего пользования. И вот снова приходится говорить о нем. А что поделаешь? Казалось бы, не тот нынче пешеход, что был, скажем, в прошлом веке. Образованнее стал, культурнее, поумнел. И лишь в одном не изменился он – в отваге своей. Мало того, чем сильнее движение, чем больше опасностей на улице, тем храбрее становится пешеход. Указатели советуют: переходи здесь. Но что для него протаренные пути? Нынешний пешеход выбирает пути трудные, пути, на которых стоят преграды. Он воспринимает всякий барьер как покушение на неприкосновенную свободу передвижения. И передвигаться он любит не по узкой тротуарной тропе, а по широкой, так сказать, столбовой дороге. Светофор советует: остановись. Но что может удержать пешехода, если неутомимые ноги и смелое сердце несут его навстречу опасности? Стоп! Не будем в данном случае петь славу безумству храбрых. Казалось бы, простое правило – обходи троллейбус или автобус сзади. Но как часто его нарушают? Стоп! Посмотрите, на каком тоненьком волоске висела их жизнь. Но если обходить трамвай сзади... Стоп! Видите, чем вы рисковали? Трамвай надо обходить только спереди, запомните. Ну, а это всем вам хорошо известные весуны. Люди, совершенно не выносящие духоты и тесноты. Они предпочитают подножки и прочие выступы, даже если вагоны пустые. Это страшно. В 20 с лишним лет, в лучшую пору жизни, стать полным инвалидом. Студент Владимир Гурьев понял это слишком поздно. А произошло все просто. Садился на ходу в трамвай. Глупо. Рядом за стенкой в соседней палате лежит Миша Батырев. Его друзья-второклассники ходят в школу, а он учится здесь. Никогда больше не будет он играть в футбол, кататься на коньках, просто бегать. На больничную койку он тоже сошел с трамвайной подножки. Редкий случай, когда убегают от тех, кто хочет спасти им жизнь.
Помните, ребята, нельзя ездить на подножках трамвая, выпрыгивать из него, не дождавшись полной остановки. Мальчик прыгнул в трамвай, не смог удержаться и сорвался. Значит, запомнили? Прыгать на ходу в трамвай нельзя. Это опасно. Правила уличного движения. Они так просты, ясны. Но все ли ребята знают и хорошо понимают их? Кем станут эти малыши? Чем прославят свой народ, свою страну? Мы в ответе за их будущее. На улице нет детей своих и чужих. Все наши, все дороги. Но всегда ли мы помним об этом? Всегда ли останавливаем беспечно играющих на мостовой ребятишек? Все ли делаем для их безопасности на улице? Знает ли, например, каждая воспитательница, что достаточно ей поднять руку, и весь транспорт на улице остановится, пропуская детей через дорогу? Граждане, помните, малейшая неосторожность, недисциплинированность на улице может привести к аварии, к несчастному случаю. Мальчики, вы мешаете работе водителей транспорта, подвергаете свою жизнь опасности. Пройдите на тротуар. Движение на велосипедах разрешается только в один ряд. Велосипедисты, перестройтесь. Говорят, способности проявляются рано. Коле Сайджеву, видимо, на роду написано быть цирковым артистом. Что ж, дело доброе. Только улица большого города плохая арена для выступлений. Вот к чему это может привести. Сбит велосипедист, и шофер не виноват. Виноват сам пострадавший. Он не дорожил своей жизнью. Но еще хуже, когда не дорожат жизнью других. Кто ответит за это? Да, трудно стало пешеходу на белом свете в наш атомно-космический век. Того и гляди, попадешь под колес. Но зачем же погибать так глупо, дружище пешеход? Ведь твой ум и талант, твои золотые руки очень нужны людям. Береги же себя и других от случайной и нелепой беды. Ведь это так просто. Надо лишь соблюдать правила уличного движения. Вот и все.